Иди, иди. Молодец. Итак, сегодня мы с вами поговорим о том, как характер Соболя меняется с возрастом. И как я расскажу о моем опыте с Бадди и расскажу о том, как мы к этому адаптировались, к изменениям, которые происходили в его характере. В детстве Бадди был игривым и дружелюбным, но его взросление стало настоящим вызовом, с которыми нам пришлось к которому нам пришлось адаптироваться и с которым нам пришлось вносить какие-то изменения в наше с Бадди взаимодействие. Вот об этом мы сегодня с вами поговорим. То есть я расскажу о том, какие изменения происходят. В общем, Да, знаю, ты не любишь, да, прости. Расскажу. И сегодня я поговорю о том, какие изменения происходят в характере у самцов и что мы делали для того, чтобы минимизировать влияние вот этих вот изменений. В детстве Бадди был очень игривым собольком. Он мог играть абсолютно с любым человеком. То есть он был очень дружелюбным. Никогда бы он ни на кого не напал в детстве. Когда он был совсем маленький, то есть когда он был совсем-совсем щеночком, он, конечно, очень плохо контролировал силу укуса. Бадди, иди отсюда. Бадди, вон, смотри, что. Бадди. Бадди, смотри. Оп. Ну, что так? Иди. Иди. Да. Иди. Вот сюда. Вот через руку уже. Ну, давай. Короче, Бадди очень хочет, чтобы я пошла к нему в гости в домик. Вот. Когда Соболь был совсем щенком, конечно, он плохо контролировал силу укуса, и из-за этого он мог сильно как-то кусаться и царапаться. Ну, видно. А ты видео снимаешь? Да. Итак, ребята, так выглядят руки после того, как ты поиграл с Соболем. Даже когда его когти подстрижены, это довольно болезненно. Вот. Но потом, где-то после месяцев 5-7, он научился контролировать силу укуса, научился понимать, что в игре он умеет, научился не кусать больно, когда играл. И это, конечно, был такой период, где-то с 7 месяцев до 1,5-2 лет. Вот так вот. Это был такой период, когда мы ощущали, что у нас абсолютно полное доверие, что у нас дружба и взаимопонимание с собольком. Это был такой замечательный период. И мы абсолютно были спокойны, он никого никогда бы не покусал. То есть ни гостей, ни друзей, ни подруг, ни котиков, ни собачечек. Ну, собачек спорно, а вот котиков точно не покусал. Иди отсюда. Резкие изменения в характере Бадди начались после 3 лет. Когда ему стукнуло 3 года, у него начался первый взрослый соболиный гон. И в играх Бадди начал забывать, что он играет. И начал переключаться в настоящий охотничий инстинкт и кусать по-настоящему. То есть он кусал довольно больно. Это было прям чувствительно. Также это проявлялось, в основном это проявлялось в играх, а иногда могло произойти просто так. То есть мы сидим, что-то делаем, он смотрит, например, на то, как ваши пальцы как-то двигаются, особенно с большим это происходило. И прям видно, как он переключается. У него сначала взгляд такой незамысловатый, такой расслабленный, потом хоп,
Он как будто что-то увидел, и он начинает подкрадываться. И ты понимаешь, что вот он сейчас подкрадывается, это уже не игра, для него это уже охота. И он ничего не может с этим поделать. Ну что, будем еще кусаться? Не будем? Мир или не мир? Жопка. Все, мир? Мир. Ладно. То есть здесь пришло такое осознание, что это не то, что он делает осознанно, а это именно поведенческие такие вот инстинкты, проявление охотничьих инстинктов. Это его природа. Ты ничего с этим не сделаешь. После того, как он достиг возраста 3 года, он постепенно стал вот так вот меняться, становиться менее игривым, более серьезным. Вернее, может быть, он бы и остался таким же игривым, но только игры для него превратились уже в какую-то настоящую охоту. И он начал больно кусаться, атаковать в игре. То есть он мог раз переключиться вот в такой вот охотничий режим и начать атаковать. И здесь, конечно, все. Ну, то есть нам пришлось игры постепенно прекращать. Не сразу после 3 лет, в течение еще нескольких лет, то есть где-то с 3 до 6 постепенно мы сокращали количество игр. Мы начинаем играть, и я понимаю, что он начинает кусать все сильнее и сильнее, и я прекращаю игру. Да, если раньше на это уходило какое-то время, то где-то к возрасту 5 лет это уже почти сразу происходило, да, то есть он атакует и сразу начинает кусаться, вот, и мы прекращали игру. Причем бывало даже такое у него, что он нападает на тебя, играясь, да, потом укусил и сам испугался, что он укусил. То есть он понимает, что он укусил. Потому что я ойкнула или там шикнула, или там ой, бади, или что-то такое сказала, он понял. И он сам прекращает игру, сам уходит куда-то, ложится и смотрит на тебя. То есть... И это вот такой момент, когда он осознавал, что что-то как-то не умеет он себя контролировать, да, не может, не получается, и сам уходил от игр. Годам к 6 нам пришлось полностью от игр таких отказаться, но сейчас я с ним уже не играю. Вот. Я предпочитаю там дать ему какую-нибудь мышу или какую-то там змейку вот заводную, да, чтобы он там от нее побегал, за ней побегал. С руками уже играть я не даю, потому что он может довольно больно покусать. Хочу рассказать еще о разнице между самцами соболей и самками. Когда-нибудь попозже мы обязательно сделаем выпуск с владелицей самки соболя. Но в целом, что могу сейчас сказать вот в этом выпуске, разный очень характер у самочек и у самцов. Если у самца до 3 лет он любит всех, он игрив, он вообще душа любой компании, может с вашими друзьями бегать и там с детьми играться, да? А после 3 лет это постепенно прекращается, он постепенно прекращает признавать каких-то других людей, выбирает одного члена семьи, и вот с этим членом семьи он может позволять ему многое, там, убираться в вольере, играть с ним как-то иногда, вот. А другим уже не будет такого позволять, с другими может сразу довольно быстро переходить к агрессии или просто перестанет так к себе подпускать. Вот. Такое происходит у соболя вот после взросления, после 3 лет. У самочек самочка сразу выбирает себе одного владельца, и для вас уже не будет сюрпризом, потому что она вдруг перестала всех любить. Она просто изначально никого не любила, кроме одного какого-то человека, которого она выбирает. Вот. Поэтому там как-то все попредсказуемее, и ты не так расстраиваешься от того, что был такой друг, он всех любил, а потом хоп, и все поменялось, все изменилось. Еще у самочек нет такого сезонной такой вот агрессии. Про сезонную агрессию мы поговорим немножечко позже у самцов. У самочек она менее выражена значительно, чем у самцов. И поэтому с этим немножечко попроще. Меньше выражена сезонная агрессия, меньше выражена вот эта вот половая агрессия, чем у самцов.
Есть случаи, насколько мне известно, опять же, из числа моих подписчиков, а их довольно много, когда самки остаются прям такими милыми, добрыми, уже даже во взрослом возрасте, там 5 лет, и она все еще такая добрая и хорошая. Среди самцов такого не слышала вообще. Среди самцов такого не бывает. Самцы значительно более активные и значительно более агрессивные. Даже там клетки какие-то, если вы подбираете вольер-клетка, то для самца она должна быть прочнее, чем для самки. Потому что если для самки, я видела, что самочки живут, ну, то есть их там на ночь запирают в какую-то клетку для хоречек, и им нормально, они ее не разбирают. Самец разберет нафиг, отогнет прутья, раздолбает ее всю. То есть там силы есть, ума не надо. Отношения с людьми — не сезонная агрессия. С возрастом Бадди стал очень разборчив в общении. Он у нас сейчас терпит девушек, то есть он как бы более к ним благосклонен, чем к парням. Зимой он принимает большого, но только если тот к нему каждый день, заметьте, подходит и дает ему вкусняшки. Он его за это терпит. Если большой сделает перерыв, то все, он начнет его рычать на него, будет как бы агрессировать, пытаться прогнать. Come on, buddy. Окей. Вот, то есть большому нужно постоянно доказывать, что он здесь не для того, чтобы украсть его запасы или отжать у него территорию, а для того, чтобы принести ему вкусняшку. То есть он полезный. Летом же агрессия усиливается, потому что летом там разные процессы происходят. Летом у них происходит, не летом, вернее, весной начинается у них передел территории между самцами, они начинают гонять друг друга. И здесь они начинают не любить других парней. Not stealing. Not still, he's not doing. What are you? Oh. Yeah, he's protecting stashes. Вот домашние соболи. Самцы, опять же, иди, жопочку мою маленькую, иди. Вот. Летом, после того, как у него вот это вот передел весенний закончился, начинается гон, и там уже просто конкуренция за самок, это все понятно. Гон длится долго, он длится у них почти 2 месяца. Там где-то с июня, в июне начинается, июль, такой разгар, и август тоже, какая-то часть августа, тоже вот этот гон, он приходит у них. Вот. И осенью у них период нычек, когда они должны прятать свои запасы, готовиться к зиме, и в это время они тоже не терпят конкурентов, и он выгоняет других самцов, ну, в нашем случае это большого он начинает гонять. Вот. Хотя большой он подкупает, когда какими-то вкусняшками, если в коридоре даст, сюда не заходит, то вообще все отлично. Вот. А сюда зайти, это уже будет проблема. Как жить вообще, вот когда соболь у вас там вырос, соболь-самец? То здесь нужно уважать природу зверька, не надо провоцировать агрессию, и нужно как-то перенаправлять его энергию. В нашем случае мы нашли другие игры с Бадди, в которых он может высвободить вот эту свою энергию. Это колесо, то есть кошачье колесо такое большое, бесшумное, и он там бегает, устает, и потом ведет себя поспокойнее, так скажем. Вот, игрушки опять же разные, там я ему кидаю какие-то, да, чтобы он там ими пищал, играл, там прятал их и так далее. Головоломки очень хорошо, мне нравится их эффект, потому что с головоломками тоже у него, во-первых, он ментальная стимуляция происходит, то есть он начинает думать о том, как ему добыть еду, это почти как там где-то в лесу, вот. И он занят, он прям увлечен этим, думает, отходит, то есть там начинает что-то добывать еду, потом такой отошел, подумал, как ему добыть ее, как достать ее из какой-то там головоломки. Вот.
То есть я вижу, что это хорошо работает. И вот это вот все помогает нам сохранить такую гармонию в отношениях. Ну и плюс ко всему, очень важно, чтобы у Соболя было свое место. Вот в нашем случае мы оборудовали ему здоровый 2-метровый вольер. Он очень большой. Когда Бадди не в духе, он там может, опять же, свою энергию выплескивать, как ему это нужно. У него нет недостатка там в каком-то пространстве. Вот. Плюс там мы устроили ему там какие-то гамачки. У него там есть домики, гамачки, место, куда что-то можно прятать. Туда я иногда ставлю колесо, чтобы он бегал. Вот. И это все помогает. Что я поняла о жизни с Бадди за эти годы? Главное, насколько я поняла, это понимать его природу, то есть разбираться в том, почему он поступает так, почему он так вот стал себя вести и так далее, и адаптироваться. То есть вот тут мы нашли такое решение, что вот у него есть вольер, он там делает свои нычки, прячет что-то, и мы это уважаем. Если он начинает там выгонять нас из комнаты и так далее, то, я иду, ухожу, что делать. И здесь мне, наверное, будет интересно задать вам такой вопрос. Если вы имеете опыт общения с экзотическими животными, то поделитесь в комментариях, сталкивались ли вы с подобными проблемами, как вот у нас с Бадди, да, вот во время взросления. Пишите.